Итак, снова здравствуйте, с вами Литорн, и мы продолжаем знакомство с игрой Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами создали персонажа, немножко узнали информацию общей об игре, вот, и сейчас мы, собственно, начинаем ее прохождение. Итак, мы с вами оказались возле таверны, точнее гостиницы Candlekeep. Вот, и сейчас нам нужно скупиться. With ease. My hotel's as clean as an elven arse. Толстопуз Винтроп. Привет тебе, дитя. Захотелось навестить старого приятеля Винтропа, да? Хорошо, только не забудь про 5000 золотых входной платы, согласно обычаю Кэндлкипа, ты ведь знаешь. Ну, конечно же он шутит. Ты всегда был большим шутником, Винтроп. Эта шутка становится все смешнее и смешнее каждый раз, когда я ее слышу. Ну, может быть, не совсем каждый. Вау. Просто немного веселюсь с тобой, мой друг. Все эти монахи вокруг нагоняют на меня тоску, ходят, словно колы проглотили. Но ты-то знаешь, тебя я всегда рад здесь видеть. Гирион хорошо воспитал тебя. Итак, что я могу для тебя сделать? Хочешь выпить, снять комнату или купить что-нибудь? Конечно, что у тебя есть? Так, ну, комнаты. В принципе, интерфейс очень похож на Pillars of Eternity. Но нам нужно скупиться в плане экипировки. Нам нужен длинный меч. Длинный меч. Нам нужен щит. Еще, кстати, так, 161 денег у нас. Можно было бы взять пластинчатый доспех и большой щит. Улучшение класса защиты. Улучшение класса защиты плюс 1 против метательного. Требование силы 15. Вот так. Вот смотрите, кстати, по поводу того, базовый класс защиты 4, видите, вот пластинчатый доспех. А, например, клепанный кожаный, у него больше, базовый класс защиты 7. Вот. То есть вот в этом идея, да? Вот кольчуги 5, например. Поэтому мы с вами купили пластинчатую кольчугу. Готово. Теперь давайте это экипируем. Посох нам не нужен. Щит, меч. Броня. Отлично. Еще, по-моему, можно купить, по-моему, шлем. Шлем. Защита от критических попаданий, особенности при экипировке. Ну, давайте купим шлем. Итак, в принципе, у нас есть какой-то начальный комплект снаряжения. Теперь давайте просто пообщаемся с кем-нибудь. Здесь как бы вот это вот просто фраза "Hello, child, shall we continue your lessons?" Это просто вот, ну, фраза из детства. Здесь наставники, это как бы обучение таким образом. То есть каждый раз они при каждом разговоре что-то говорят по поводу обучения. Вот. Это довольно интересно, но в принципе обучение тут довольно простое. Вот я думаю, что мы по ходу разберемся. Вот есть Firebeat эльфоподобный. Давайте с ним поговорим. Firebeat эльфоподобный. Ах да, я снова в священных залах Кэндлкипа. Из-за этого железного кризиса поездка из Перегоста оказалась куда более опасной, чем я могу передать словами. Ты приемное дитя Гориона, не так ли? Вот это да, ты уже в совсем зрелом возрасте, если позволишь ревнивому до молодежи старику так высказаться. Я оставил свиток с заклинанием опознания у Теттерила. Он где-то во внутреннем дворе. Должно быть, он уже закончил его изучение, так что если сможешь привести его мне, я буду очень благодарен. Конечно. Вот, дневник обновлен. Свиток Firebeat. Вот. Он попросил меня за познание принести.
у Тетерила, который обычно бывает во внутреннем дворе. Хорошо, принесем. Здесь мы видим дворянку. A pleasure to meet a socially acceptable person such as yourself. Будет гораздо лучше, если ты оставишь меня в покое. No time to chit-chat. Подойди поближе к огню, дитя. Тебе просто необходимо как следует погреться, чтобы растопить холодные взгляды этих монахов. Они ведь очень-очень негостеприимны, не так ли, Лави? О да, дорогой, они крайне замкнуты. Они ведут достаточно уединенный образ жизни и не привыкли к обилию гостей. Вы, пожалуй, немного ярче, чем те, кого они имеют обыкновение видеть. Ярче? Дорогой, может быть, нам стоит одеваться попроще, чтобы не слишком выделяться? Дворянин, стоит попробовать, дорогая, хотя, возможно, дело не только в нашей одежде. Впрочем, их отношения вряд ли сможет стать хуже, чем сейчас. Благодарю тебя за это предположение, Литон, и за твою практичность. Всего тебе хорошего. Вот, ну, такой небольшой диалог, ролевой, скажем, да? Давайте поднимемся на второй этаж. It will be done. Да, кстати, у нас тут вот обнаружение зла есть, защита от зла, развеивание магии и истинное видение. Да, кстати, здесь нет кнопки на подсветку, к сожалению. Вот, поэтому придется все подсвечивать вручную. Ну, конечно, красть вообще нехорошо, вот, и не по-паладински. Да, и, кстати, по-моему, некоторые сундуки можно разбивать. Да, вот, смотрите, использовал оружие на сундуке и смог его разбить. Это очень удобно. Здесь у нас кто-то спит, спящий Not a двор. problem. Спящий двор. Раз он спящий, значит, я думаю, он не будет возражать. Здесь у нас еще один дворянин. Don't touch me. I might catch something. Да, чем могу помочь? Мои извинения, мне весь день пришлось провести по уши в книгах, хранящихся в крепости, так что сейчас я нахожусь немного в замешательстве. О, несомненно, здесь такое удивительное хранилище. Я возвращался сюда много раз к ужасу своего банкира, и пока даже поверхностно не ознакомился со всей здешней коллекцией. Хотел бы я, чтобы все мои благородные собратья поступали так же. Боюсь, многие приходят в эту крепость лишь для того, чтобы похвастаться тем, что они тут были. Полагаю, так они кажутся сами себе более умными, хотя если задать им пару вопросов, становится ясно, что по уровню развития они не превосходят и шимпанзе. Прошу прощения, я, пожалуй, немного прогуляюсь. Всего тебе хорошего. Вот. Ну, ты собираешься идти гулять? Нет, не собираешься. Так, еще один дворянин. Away with you, beggar. Что? Я очень надеюсь, что есть разъяснение этому вторжению. Изволь объясниться. Просто знакомлюсь с соседями, ты кем будешь? Меня зовут Квинси. Все остальное мое личное дело тебя не касается. Уходи, пока я не сообщил страже об этом вторжении. Вот. А еще, кстати, в этой игре, в Baldur's Gate, если не ошибаюсь, имена обычно отображаются только после того, как мы их узнаем в диалоге. Но вот, к сожалению, имя этого дворянина не отобразилось. Так, взломаем снова сундук. Смотрите-ка, не удалось, не удалось. Давайте несколько раз попробуем. Увы, не получается, как вы видите. Взломать у нас замок. Ну, один замок мы не можем сломать. Видимо, это только для воров. Так, что у нас тут еще есть по заклинаниям? Развеивание магии и истинное видение. Истинное видение. Школа прорицания. Уровень 6. Длительность 1 ход. После прочтения этого заклинания его действие распространяется в радиусе 200 футов от заклинателя. Немедленно и по прошествии каждого раунда в течение одного хода все враждебные иллюзии в области действия развеиваются. Сюда входят следующие заклинания. Отраженный образ, невидимость, зеркальный образ, необнаружение, улучшенная невидимость. Ну, в общем, и так далее. Сопротивление магии объекта, если таковое есть, не влияет на действие этого заклинания. Заклинание поражает только противника, не может, например, развеять невидимость участников группы. Хорошо.
with Ну ease. что ж, мы с вами исследовали все. По It крайней will be мере, done. здесь. Продолжаем наше путешествие. Hello, child. Игру можно Shall we поставить на continue паузу. our lessons? I can take Drizzt with both my arms tied behind my back. Видите, а не на что тут смотреть. Ну да. Флидия. Hello there. О, привет. Эй, тебе нигде не попадался мой экземпляр книги «История Халруа»? Ты ведь знаешь, как я не выношу постоянное шарканье старческих ног в библиотеке. Поэтому я надумал немного подышать свежим воздухом к востоку отсюда и... Ох, кажется... Как же я ненавижу быть такой рассеянной. Прошу, если найдешь мою книгу, принеси ее, она мне очень нужна. Вот. Я знаю, где эта книжка лежит, сейчас мы ее заберем. В принципе, здесь есть несколько квестов, которые дают неплохой бонус к XP. Вот, поэтому мы их пройдем, а потом еще с Горионом, если не ошибаюсь, мы поговорим, и он нам даст экспу, типа, если мы не будем проходить. Так, жилище жрецов. Что нам скажет этот наставник? Открыть Shall we двери. continue your lessons? Hello. Ага. О, как хорошо. Я нашел тебя первым. Ты ведь без сомнения приемное дитя Гориона? Да, что я могу для тебя сделать? О, наша встреча пройдет для тебя без излишеств. Проще говоря, я собираюсь покончить с твоей жизнью. При успешном выполнении меня будут больше уважать коллеги. Как видишь, ты можешь сделать для меня очень мало, разве что умереть. В общем, ни с того ни с сего кто-то на нас нападает. Вот, и мы его убиваем. Получаю 20 опыта и кинжал. Давайте смотрим, что у нас тут есть. Немножко денег. Молот. Парда. Алиторн, у тебя порез над бровью. Что случилось, дитя? По твоим глазам я вижу, что что-то здесь не так. Ох, Парда, там был один тип, от него воняло. Конечно, он пытался убить меня, это было ужасно. Тогда поспеши, дитя. Закупи в гостинице все необходимое и беги к Гориону. Он около входа в библиотеку. У меня было такое чувство, что нечто подобное может случиться. Конец дела. It will be done. Вот. Книжка лежит вот здесь. Вот она. История Халруа. И здесь же стоит Дрейкон. What do you need? Флиди оставила одну из своих книг. А, она уже у тебя. Если отнесешь ее Флиди и вернешься, у меня будет для тебя одно поручение. Ну, давайте сразу тогда отнесем и вернемся. Hello there. Моя книга. Ох, ты напоминаешь мне Гориона, когда так улыбаешься. Ему было нелегко тебя воспитывать, я знаю, но он говорил, что это тяжкий труд во имя любви, или даже во имя судьбы. Ты должно быть действительно особенное дитя, раз такой немногословный человек, как он, тебя хвалит. Вот, возьми от меня этот небольшой драгоценный камень. Может быть, Винтроп даст тебе за него чего-нибудь. Хорошо, спасибо. Вот, нам дали 2 штуки чего-то. Камень, наверное, деньги, не знаю. 2 раза почему-то написала, что получен предмет. Давайте продолжим наше путешествие. Теперь нам здесь дадут какое-то задание. What do you need? Прекрасно сегодня, не правда ли? Жаль, что Несса не может этим насладиться. Она все еще неважно себя чувствует. Мне нужно дать ей одно из противоядий Хало. Вчера он пьянствовал допоздна и еле дополз до своей койки, а рано утром сразу потащился охранять ворота, так что я уверен, несколько штук у него точно завалялось где-нибудь. Ну вот. Корова Несса неважно себя чувствует. Дрейкон просил меня разобрать противоядие Хала, которое утром поставили дежурить у ворот. Похоже, Хал спасается этими зельями от похмелья. Хорошо, поговорим с Халом. Вот, храм Огмы. Жрец Огмы. Давайте с ним These поговорим. walls contain the world's knowledge. Рад видеть, что у тебя нашлось время отдать дань уважения мудрому Огму. Интересно, какие услуги может предложить в этом храме мудрости? Итак, что нам может давать храм? Исцеление.
Пожертвование можем просто дать какое-то храму. Покупка и продажа. Зелье лечения продается у него. И опознание. Хорошо, будем знать. Hello, child. В храмах можно поговорить с жрецами. Так, ну и понятно. Понятно. Так, ворота у нас, я насколько помню, где-то здесь. Жандалар какой-то. Давайте сначала посмотрим. Так, кто это, кто это, кто это, кто это? Ладно. И вот Ривер. Давайте с Жандаларом поговорим. Эй, Элитор, вижу, ты сегодня рано. Слушай, твой отец Гарион попросил меня об одной странной услуге. Кажется, он хочет, чтобы я побыл твоим учителем и обучил тебя некоторым приемам ведения боя. Надеюсь, у тебя есть с собой необходимое оружие. Враждебные существа обозначаются красным кругом вокруг ног. Щелкни по нему левой кнопкой мыши, ну, это в принципе понятно. Такой кулаками, только в том случае, если хочешь лишить противника сознания. Это, кстати, тоже интересный момент. Время нашего боя попытаюсь немного удивить тебя. Запомни, ты можешь в любой момент вставить игру на паузу, нажав на пробел. Это даст тебе время подумать. Особенно, когда появится мой маленький сюрприз. Ну что, начнем? Отлично. Ой, тебе неплохо все вышло, дитя. Особенно, когда Эрик начал пускать в тебя эти стрелы. Уверен, твой отец гордился бы тобой. Если хочешь приобрести опыт сражения в группе, обратись к смотрителю врат. Ты найдешь его книгу отсюда. Перед уходом тебе обязательно нужно освоить тактику боя с союзниками на твоей стороне. Они мне помогли. Давайте поговорим с Ривером. Why Moradin's hammer? Мне казалось, что я еще вчера попросил тебя очистить это здание от крыс. Быстро за дело, вперед. Окей, склад Ривера, да? Это оно и есть, да. Ну что ж, давайте очистим склад от крыс. Сейчас мы еще, наверное, здесь склад сам по себе чистим, конечно же. Там, по-моему, ничего и не будет. Вот. С крысами даже можно поговорить. Колечко нашли серебряное. Вот и все. Ну, в принципе, тоже неплохо. Код где-то мне учит, да? Это учит код. Why Moradin's hammer? О, да, они перебиты как крысы, какими и являются. Славное сражение, в отличие от тех, что известны миру. Вот, 5 золотых, не трать их за один раз. Ну, спасибо, ты щедр. Так, ворота. Ворота. Мы еще не дошли до ворот, судя по всему. Вообще. Так, что нам скажет наставник? Так, про заклинание. Ну, в принципе, не будем останавливаться на этом. Так. Здесь какая-то небольшая, ну, не стройка, а что-то такое. Так. А вот и ворота. Судя по всему, вот это вот наш человек. Хал, да. Эй, Кроха, я сегодня поздно проснулся и, уходя на дежурство, оставил свой меч в казарме. Если сможешь принести его мне, он в сундуке у подножия моей кровати, в правой части казармы. Только поторопись, пока смотритель врат не заставил меня без оружия. Там ты также найдешь противоядие. Думаю, оно пригодится Дрепину для его старушки Нессы. Так, в правой части казармы. Нам нужно найти казармы. Так, давайте посмотрим, что вот здесь вот у нас возле ворот, возле выхода. Так, один какой-то стражник. Прошлой ночью я был на шпиле самой высокой башни и видел странное зрелище. Какое-то время горизонт пылал, как будто вдалеке шла целая толпа с факелами. Обычно там проходят лишь торговцы, но только не по ночам. Возможно, это были бандиты, но чтобы так много? Да, ребятки, что тут намечается у нас? Что-то намечается. Что, не наставили? Что
Чтобы не упустить какую-либо важную информацию, многие подробности будут автоматически заноситься в дневник. Our rules are very strict. Смотритель врат. Скоро в путь, да? Эй, Горион попросил меня немного поучить тебя искусству командного боя, прежде чем ты уйдешь. Тебя это интересует? Да. Вот и отлично, дитя. Владеть собой в полубое это одно, но командовать отрядом совсем другое. Я попросил зелениста Оува подготовить для тебя несколько различных имитаций в подвале склада. Просто иди за мной, я отопру для тебя дверь. Хорошо. Сюда. Wisdom is only possessed by the learned. Оу. Алиторн, смотритель врат попросил подготовить для тебя группу. Полагаю, это будет небольшая тренировка ведения командного боя. Что ж, я сделаю ее достаточно простой для тебя. Кандероус, Мардайн, Арканис, Дедер и Оспрей, все они присоединятся к тебе. Ты будешь полностью их контролировать, так же, как и тех, кто может присоединиться к тебе позже во время твоих странствий. Как только все они присоединятся к тебе, я начну создавать иллюзии обычных монстров, которые ты сможешь встретить за пределами безопасных стен этой крепости. Эти иллюзии будут атаковать твой отряд, и тебе придется отдавать необходимые приказы, чтобы избавиться от них. Помни, эти существа иллюзии, и поэтому не смогут причинить тебе вреда, но тебе нужно приложить все усилия, чтобы уничтожить их, ведь в реальном мире боль, страдания и даже смерть будут уже настоящими. У некоторых из твоих спутников есть магические предметы, такие как зелья и жезлы. Их нужно разместить в ячейках для быстрого использования соответствующих персонажей. Кроме того, некоторые спутники знают заклинания. Их можно использовать во время боя. Помни, даже ворам и бойцам может пригодиться знание боевых заклинаний. Время от времени я буду спрашивать, не хватит ли с тебя. Если да, то я телепортирую тебя обратно на улицу. Но если захочешь продолжать тренировку, я буду создавать для тебя новые иллюзии, с которыми ты сможешь драться. Ну что, начнем? Отлично, тогда приготовься. Так, замечен враг. Ну что ж, по выбору всех. Ну что, достаточно? Если хочешь идти, телепортирую тебя обратно на улицу, а если нет, тогда готовься к следующему бою. Думаю, с меня хватит, выведи меня отсюда. Ну хорошо, как только телепортирую тебя на улицу, попасть сюда обратно ты уже не сможешь. Это для твоей же безопасности, ведь некоторые иллюзии, которые я использую, иногда могут быть весьма опасны. Ну спасибо, в принципе обучение прошли, там все легко. It will be done. Our rules are very strict. В принципе, понятно. Хорошо, что нас не так часто призывают защищать Кэндлки. Мой двоюродный брат из Нашкеля сообщил, что у них нехватка железа уже начинает доставлять неприятности местной стражи. К счастью, сегодня здесь тихо, как и обычно, хотя я слышал, что снаружи появились какие-то проблемы, что-то связанное с нехваткой железа. Ну, нам недвусмысленно намекают на нехватку железа. Ночлежка. Ночлежка это, по-моему, не казармы. Давайте зайдем, посмотрим. Снова. Карбас. Эй, ты мелкое отродье Гориона, так ведь? Да, подходишь под описание. А ты не выглядишь слишком опасным. И какое тебе дело? Я сделаю это своим делом, если захочу. Просто решил как следует тебя разглядеть, прежде чем перерезать тебе глотку. Кое-кто считает, что от тебя одни неприятности, так что твоя голова – это мой проездной билет из этой сточной канавы. Они говорят, что я всего лишь никчемный уличный преступник, но я им еще покажу. Понятно. Покажи. Ночлежка это просто какая-то ночлежка. Действительно, это не то, что нам нужно. Так, вроде бы все осмотрели, да? Больше ничего здесь не видится, но вы поняли. Здесь, скорее всего, сейчас снова к нам туда подойдет, скажет, идите к Гориону. Вот. Подходит, хотя. Я слышал крик, Алитор. Ты в порядке? Он мертв, кем бы он ни был. Он кинулся на меня с ножом. О, Коран, что происходит в этом месте?
Дело не в этом месте, дитя. Дело в тебе, и они уже ищут тебя. Горион ожидает тебя у входа в главную библиотеку и желает видеть тебя немедленно, как только ты закупишь в гостинице все необходимое. Ох, Алиторн, я был твоим наставником многие годы, но сейчас меня впервые постило чувство, что я еще многому не успел научить тебя. Поспеши к Гориону, дитя, тебе небезопасно здесь оставаться. Понятно. Как наставник, что вам скажешь? Так, изгнание нежити. Так, это кто у нас? Наблюдатель. I can take Drizzt with both my arms tied behind my back. Винтроп старается держать свои цены на таком низком уровне, на каком только может, но я думаю, это скоро изменится. Прошло несколько недель с тех пор, как сюда последний раз заходил торговый караван. Казарма. Идем сюда. Так, казарма. Справа. Этот сундук. Меч и зелье. I should have joined the army. Ух, сколько же медовухи мы вчера попили. Этот хаос здорово набрался, а утром бедняге пришлось идти охранять ворота. Даже не знаю, как это у него получится. Ну да ладно, что я могу для тебя сделать? Да, медовуха объясняет, почему Халс забыл взять свой меч сегодня утром. Он отправил меня за ним. Конечно, конечно, он должен быть вот там, в сундуке у правой стены. Хорошо. Извини, дитя, но тебе нельзя находиться здесь. Теперь беги, займись чем-нибудь полезным. Ну ладно. Ну, красть, конечно, мы здесь не будем ничего. It will be done. Смотрите, вот мы так по кругу потихонечку обходим это все дело. Вот, сейчас еще нужно будет во внутренний дворик зайти, только главное Гориону не попасться на глаза пока, потому что он нас сразу отправит, по-моему. I should have joined the К army. счастью, сегодня здесь тихо, как и обычно. Хотя я слышал, что снаружи появились какие-то проблемы. Так, ну это понятно, мы это уже слышали. I can take Drizzt with both my arms tied behind my Так, back. это я тоже слышал. Неужели они аж до сюда дошли, эти ребятки? Так, ага, вот внутренний двор. И где-то здесь должен быть этот маг. Глаз севера, певчие какие-то. Они поют. Так, Горион там, ага, вот. Тетерил. Фаербит послал тебя ко мне, да? Хорошо, верни ему этот свиток, но затем беги и поговори с Горионом. Он ждет тебя на ступенях центральной библиотеки. Уверяю тебя, дитя, это дело чрезвычайной важности. Хорошо. Успеем поговорить с Горионом. Хорошо. Давайте сначала зададим свиток, а потом отправимся к Нессе. It will be done. It's hard to find decent folk Ах, nowadays. я рад видеть, что возраст не ожесточил твое сердце по отношению к старикам вроде меня. Я заберу все твои свитки с заклинанием опознания. Я в таких вещах нуждаюсь больше, чем ты. Так, позволь наложить на тебя одно простенькое заклинание. Оно защитит от любого зла, которое может возвращаться тебе сегодня. Ну, спасибо. У меня уже 2 защиты от зла получается, да? Щит разума, защита от зла. Хорошо, спасибо. Хотя давайте, наверное, продадим сразу вот этот вот Not a бесплатно. problem. Вряд ли нас это нападет My именно здесь. hotel's as clean as an elven arse. Раз, два, три. Подождите, я что-то не то делаю. Спокойно. Серебряное ожерелье, рысий глаз, серебряное кольцо. А остальное не надо пока продавать. Мы еще, возможно, будем одевать наших ребят. Я просто не помню, идут ли они с экипировкой, тех, кого мы будем встречать, или нет. Так, корова здесь. What do you need? Эй, ты просто чудо. Оставайся со мной, мы далеко пойдем. Ну, ладно, останешься со мной, тогда мы точно никуда не покинем стен Кэндл Кипа, так ведь?
Говорят, бандиты охотятся теперь не за золотом или драгоценными камнями, а за простым обшарпанным железом. Вот такая штуковина, я бы даже сказал парадокс, или как там еще. Там так опасно, что хочется надеть хороший прочный доспех и взять в руки топор, которому позавидовал бы сам Темпус. Но вместо того, чтобы защитить тебя, эти вещи делают тебя лакомной добычей для всех, понимаешь? При таких условиях я лучше останусь здесь. Да. 50 опыта получили. Идем отнесем теперь. Меч к воротам. Спасибо, Кроха. Горион неплохо воспитал тебя, да? Честно говоря, тебе повезло вырасти здесь, в Кэндлкипе. Иногда мне кажется, что мир за этими воротами сошел с ума. Это неразбериха из-за нехватки железа и всего прочего. Между Амном и вратами Балдура скоро будет война. Не пройдет несколько месяцев, помяни мое слово. В любом случае, я на посту. Вот тебе 20 золотых за спасение моей шкуры от командира. Отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с заданиями. Выполненные задания. Смотрите. Хорошо. Важные события, ничего нет. Ну вот есть, как бы, что нам нужно немедленно покинуть Кендлк и отправиться в путь. Он дал мне немного золота на покупку самого необходимого, в том числе оружия и доспехов. Хорошо. Так, ну что ж, вроде как все. Hey, it's Oh. me, Emmowen. И моя. Я удивлена, что старик Горион со своей строгостью позволил тебе отлынивать от учебы и других занятий. А ведь это стариковская чепуха. Все это стариковская чепуха. Я тоже влезнула. И теперь старый толстопуз Винтроп разыскивает меня. Но ведь у меня целый день на то, чтобы выполнить его поручение. У тебя есть время рассказать какую-нибудь историю? Нет, вижу, что нет. Чем сейчас занимаешься? Так. Боюсь, сейчас я не смогу поболтать с тобой, малышка. Мой приемный отец велел мне приготовиться к путешествию, но не сказал куда. Малышка? Я намного младше тебя, хотя ты, конечно, растешь быстро. Точнее, относительно быстро. Путешествие, да? Я еще никогда не путешествовал. Хотела бы я пойти с тобой? Да, действительно хотела. Правда, честно. Ладно, верю. Я спрошу, можно ли тебе пойти с нами. Ох, не будь тупицей. Горион не даст тебе даже закончить предложение. Особенно если учесть, что он написал в письме. Я сказала это? Нет, конечно нет. Не видела никакого письма. Мне пора возвращаться к работе, а ты лучше иди. Горион ждет. Вот, она говорит о каком-то странном письме. Я думаю, что она умудрилась прочитать письмо, которое у него было в кармане. Вот Горион. Ну что ж, давайте с ним поговорим. Oh, my child, I am glad I have found you. Это очень настораживает, я знаю, но тебе придется довериться мне. Очень важно быстро собрать вещи, чтобы мы могли немедленно покинуть Кендлки. Поторопись, у нас нет времени на промедление. Крепость хорошо защищена, но не неприступна. Пожалуйста, отец, скажи, куда мы пойдем? Увы, не могу, ведь я еще не решил. Я уверен только в том, что мы окажемся куда больше безопасности, если будем передвигаться. Быть может, леса станут нашим убежищем, или же во вратах Балдура мы сможем затеряться в толпе. Не знаю, где мы в конце концов окажемся, но у меня есть друзья в самых разных местах. Мне стоит подумать об этом. Что может угрожать нам здесь? Ведь это крепость, и она хорошо защищена. Кэндлкип действительно серьезное препятствие для тех, кто мало на что способен, но не непреодолимое. Какими бы мелкими ни были ячейки в сетке, хоть один комар да пролезет. Нет, дитя мое, мы должны покинуть это место, и как можно скорее, ради безопасности наших друзей и нас самих. Что мне взять с собой в путешествие, если бы ты хотя бы намекнул, что мне потребуется? Мое дорогое дитя, тебе уже пора знать себе достаточно хорошо, чтобы приобрести то, что может тебе потребоваться. Я отдал тебе все, что мог, так что поторопись в гостиницу и поговори с Винтропом. Обрати внимание на свои навыки в качестве подсказки и приобрети самое необходимое, но трать деньги с умом. Цены у него умеренные, но тебе может не хватить золота на все, что ты захочешь купить. Так, подожди немного, мне нужно кое-что сделать. Давайте сохранимся перед переходом в следующую локацию. В целом нужно будет почаще сохраняться.
You must learn to be patient, child. Я могу идти прямо сейчас. Listen carefully. If Слушай we ever внимательно. become Если вдруг separated, мы it is разделимся, imperative обязательно that you make отправляйся your в way to гостиницу the «Дружеская Friendly рука». Arm Inn. There you will meet Khalid and Jahira. They have long been my friends, and you can trust them. Там ты встретишь Халида и Жахейру. Они мои близкие друзья. Ты можешь доверять. Вот нас обкастовали чем-то, и мы Let's have справились. time. The night can only get worse, so we must find shelter soon. Поторопись, Don't worry. дитя. Explain everything as soon as there is time. В общем, я не буду читать эти реплики, их можно, в принципе, Wait, прочитать на there is экране. something wrong. We are in an ambush. Prepare yourselves. Perceptive for an old man. You know why I'm here. Hand over your ward and no one will be hurt. If you resist, it shall be a waste of your life. Фигура в доспех. А ты проницателен для старика. Ты знаешь, почему я здесь. Отдай мне свое приемное дитя, и никто не пострадает. Если будешь сопротивляться, расстанешься с жизнью. You're a fool if you believe I would trust your benevolence. Step aside, and you and your lackeys will be unhurt. Ты глупец, если думаешь, что я поверю в твою доброжелательность. Отойди, тогда ты и твои лакеи останетесь целы, говорит Горион. I'm sorry that you feel that way, old man. Мне жаль, что ты так думаешь, старик, говорит фигура в доспех. Дитя, выбегай, убирайся отсюда. И Горион пошел сражаться. Мы убегаем. И нам ничего не можем сделать. Горион убили. Dawn is especially cruel this morning. You awake with the realization that you have not been living some horrible dream. Ambushed, you saw Gorion cut down before your eyes, and even his powerful magic could not stop the onslaught. It was his wish that you flee, but that does not remove the feeling of helplessness that now overwhelms you. Hand over your ward, the armored fiend had said. He was after you and you alone, but why? If only Gorion had given some clue. But now you are alone and lost. Candlekeep is near, but you will find no quarter there. The readers pay for their serenity with rather draconian entry rules, and without Gorion's influence, their doors will remain closed. You will not last long on your own with your meager equipment. Perhaps you can get some help from the friends Gorion mentioned, the ones at the Friendly Arm. Рассвет необычайно мучителен сегодня утром. Ты приходишь в себя и понимаешь, что это был не какой-то ужасный сон. Попав в засаду, Горион был сражен на твоих глазах, и даже его могучая магия не смогла остановить это нападение. Он сам велел тебе бежать, но это не избавит от чувства беспомощности, которое переполняет тебя. «Отдай мне свое приемное дитя», — сказал злодей в доспехах. «Он пришел за тобой, только за тобой. Но почему? Если бы только Горион мог дать хоть какую-нибудь подсказку, но теперь ты в одиночестве и растерянности. Кэндлкип совсем рядом, но ты не найдешь там укрытия. Чтецы оплачивают свою безмятежность довольно безжалостными правилами входа, и без влияния Гориона их двери останутся закрытыми. Ты долго не протянешь с таким скудным снаряжением. Возможно, тебе смогут помочь друзья из гостиницы «Дружеская рука», о которых упоминал Горион. Hey, it's me, Emmeline. Прости, что вязалась за тобой. Я еще никогда не покидала Кэндлкип, а эти монахи такие зануды, говорит Эмоэн. И в карманах у них одна мелочь. Я видела Гориона, мне так жаль. Я будто знала, что с тобой здесь может случиться что-то ужасное. Откуда ты могла знать? Горион даже мне ничего не сказал. Вчера я случайно прочитала письмо, которое лежало на его столе. Я точно не помню, о чем там говорилось, но оно все еще может быть у него при себе. В любом случае, я не позволю тебе бродить здесь в одиночку. Своих в беде не бросаю никогда. Я останусь с тобой, пока ты меня не прогонишь, честно? Ну, и то хорошо. Так, давайте посмотрим, куда нужно идти. Вот, место засады. Нам нужно пройти туда. Давайте сохранимся быстрым сохранением. Отлично, быстрое сохранение работает не в пример быстро. Давайте посмотрим на инвентарь МН.
У нее стрелы. Есть еще жезл магических снарядов. Давайте ей дадим в качестве второго оружия кинжал. А, нет, ей дадим в качестве второго оружия кинжал. Так. With ease. Вот и место засады. Так, мы находим какой-то пояс. Письмо Гориону. Нажал и... Так это не письмо Гориона, а письмо Гориону, наверное. А нет, письмо Гориону. Мой друг Горион, пожалуйста, прости небрежность, с которой я пишу тебе это письмо, но времени мало, а сделать предстоит еще много. То, чего мы так долго боялись, может скоро произойти, хотя не так, как это было предсказано, и не в самое подходящее время. Мы оба знаем, что предсказать такие события с точностью очень трудно, и нам не остается ничего другого, кроме как верить. Мы сделали все, что могли для тех, кто находился под твоей опекой, но теперь пришло время нам отступить и дать событиям развиваться своим чередом. Возможно, до сих пор мы были в некотором смысле слишком заботливы. Несмотря на мое желание оставаться нейтральными в этой ситуации, моя совесть не будет чиста, если я позволю событиям продолжаться, не предупредив о них. Противник очень скоро начнет действовать, и я настаиваю на том, чтобы вы покинули Кэндлкип этой же ночью, если это возможно. Тьма таит в себе множество опасностей, но в движущуюся цель труднее попасть, независимо от укрытия. Шанс схватки – это все, на что мы можем сейчас рассчитывать. Если что-то пойдет не так, не стесняйся обращаться за помощью к встречным путникам. Думаю, нет нужды напоминать тебе, насколько опасны эти края, даже без наступающих неприятностей, а группа в любом случае будет сильнее одиночки. Если тебе потребуется дополнительная помощь, напоминаю, что Джахира и Халид сейчас пребывают в гостинице «Дружеская рука». Они мало знают о том, что происходит, но они всегда были твоими друзьями и безо всяких сомнений помогут во всем. Да пребудет с нами удача. Я становлюсь слишком старым для всего этого. Подпись Э. Скопировать дневник. Вы знаете, ребятки, что-то мне подсказывает, что это Ильминстер. Вот. Так. Yes? Вот, что-то есть еще. Not a problem. Ожерелье из радужного обсидиана. Моргенштерн. Так. Тут тоже. Доспех, меч, деньги. Так. В отличие от Pillars of Eternity, ребята, тут будет довольно сложно исследовать локацию. Вот. То есть закрывать всю локацию, так как мы делали, потому что здесь противники на локациях абсолютно разных уровней. И может вполне случиться такое, что они будут сильнее, чем мы. Давайте посмотрим на наш дневник. Путь в гостиницу «Дружеская рука». После убийства Гориона мне предстоит идти дальше в одиночку. Моим первым пунктом назначения должна стать гостиница «Дружеская рука» на севере. Горион заверил, что там меня будут ждать его бывшие товарищи Халид и Джахира. Хорошо. Ну, в принципе, мы, конечно, можем все равно осмотреть, что у нас тут есть. По крайней мере, немного. Пока не устанем осматривать. Смотрите, какой каньон, вода. Каньон. Здесь можно нажать, посмотреть, куда нам приведет. Мы можем прям сразу переместиться в гостиницу «Дружеская рука». Идите. Кэндлкип, гостиница «Дружеская рука». Вот гостиница «Дружеская рука», а это какой-то пост между. Not a problem. Давайте продолжим исследование локации. По крайней мере, пока мы не наткнемся на какого-нибудь серьезного противника, с которым мы вдвоем справиться, скорее всего, не сможем. Но, может быть, и сможем. Я, честно говоря, не помню, есть ли какие-то сложности именно в первой локации, но в последующих точно были. Ага, вот смотрите, больной Гиберлинг.
музыка после боя почему-то не прекращается. Эти злодеи неправильно. Они вполне могли меня просто поджидать там, зная, что я вернусь за телом Гариона. Что я как бы его приемный сын. Ну, они глупые и решили пойти другим путем. Реально я вернулся в любом случае, они бы просто меня там взяли и все. Паузу замечу. Да, смотрите. О. Вот уже серьезно, видишь, мы не можем попасть по нему. Бросок атаки вот пишется. Убили волка. Ничего на его трупе нет. К сожалению. Вот. Кстати, волк оказался в том месте, где мы уже проходили. Заметьте. Полностью карту. Да, кстати, есть какое-то название у этой карты? Понятно. Смотрите-ка, чейз какой-то. Не знаю такого. Привет. Я собирался сказать тебе не подходить ближе, но ведь это никогда не срабатывает, верно? Ну, несмотря на это, я все равно останусь верным старому стилю. Не подходи ближе, и я спрыгну. Да, я не блефую и сделаю это. Так что не подходи ближе, ни на шаг. И не пытайся остановить меня. Нет, во имя всех богов, не делай этого. Есть так много всего, ради чего стоит жить. Конечно же, ты говоришь верно. Какой же я был дурак, когда думал, что это что-то решит. Видишь ли, за право моего любимого кольца выпал алмаз, когда я не так давно прогуливался по этой прекрасной сельской местности. И как бы тщательно я не обшаривал каждый свой след, я так и не смог его найти. А теперь, скорее всего, он незаслуженно украшает какое-нибудь птичье гнездо или кошелек какого-нибудь мошенника. И это подорвало мою волю к жизни, хотя у меня полно других колец. Из-за своей случайной потери я и не заметил, как оказался на этом утесе. Мне действительно нужно найти другой способ разрешать свои жизненные неурядицы. Это был такой долгий путь. Может быть, я бы и спрыгнул, если бы моя мамочка построила этот утес ближе к городу. Ну что ж, благодарю за свое участие, спасибо. Ну то есть, и вот он просто... Я думал, что мы сейчас будем кольцо искать, нет? Candlekeep на запад. Такая вот, такой указатель. Смотрите, музыка военная до сих пор играет. Ну, непонятно. Давайте пройдемся по этой дорожке. Я так понимаю, что дорога ведет к Candlekeep. Сюда мы пройти не можем. Или можем. Давайте попробуем. Вентилировать. Стой, всяк сюда идущий. У меня нет... Так, стой, всяк сюда идущий. Тебе нужно преподнести нашей библиотеке книгу великой ценности, прежде чем тебе будет позволено войти.
У меня нет книги, но большая часть моей жизни прошла здесь. Мне жаль, я знаю, что тут дитя Гориона, и что за этими стенами тебе пришлось провести большую часть жизни. Но я не могу никого освободить от выполнения указаний высокопочтенного Улраунта. Ну, мы попытались. Not a problem. Смотрите. Колсет. Да уж, сегодня действительно тяжелый у меня денек выдался. Всю ночь раздавали странные звуки, а теперь толпа народа шатается по лесу. Хотя ты выглядишь любезнее, чем те двое, что встретились не перед тобой. А рад встрече, незнакомка. Окей, меня зовут Колсет. Ты не мог бы мне чем-нибудь помочь? На меня и моего приемного отца прошлой ночью напали, теперь я даже не знаю, куда идти. Должно быть, побоище к северу отсюда было последствием твоей маленькой стычки. Я искренне сочувствую твоему затруднительному положению, но мало чем могу помочь тебе. Разве что дать разумный совет и кое-какие указания. Дальше к востоку отсюда будет перекресток. К северу от него находится гостиница «Дружеская рука», а к югу город Берегос. И там ты сможешь найти приют, но в гостинице «Дружеская рука», пожалуй, цены поскромнее. Да и для начинающих искателей приключений атмосфера там более дружелюбная. Путешествовать безопаснее, если держаться дорог, но это зависит еще и от того, куда ты направляешься. Сам я не могу пойти с тобой, но недавно по этой дороге прошли двое путников. Возможно, они захотят составить тебе компанию, но смотри, чтобы они не запросили за это слишком много. Лично мне не понравился внешний вид. А больше ты ничего не можешь для меня сделать? Мне пригодилась бы любая помощь. Могу предложить разве что напутствие и добрый совет. Заведи с друзьями, когда будет возможность, потому что путешествовать в одиночку — это верная смерть. Окружай себя попутчиками, у которых образ мышления схож с твоим, иначе ты рискуешь нажить себе врагов в своей же собственной группе. Кроме этой небольшой частицы мудрости, я бы сказал, что все остальное зависит только от тебя. Да пребудет с тобой удача. Пути. Вот. Он говорит о том, что нужно подбирать себе спутников по своему мировоззрению. Вот у меня законопослушно добрый, и если у меня будут спутники в целом как бы разного мировоззрения, кардинально противоположного, точнее, то это реально может привести к проблемам в группе, они могут начать ссориться и даже покинуть группу и стать врагами. Вот. Это очень необычно и интересно, но это так. Смотрите, кого-то еще сейчас нам несет. Не к нам несет. Винкас. Извини, приятель, но я не могу остановиться поболтать. К северо-востоку от Берегоста еще один караван подвергся нападению. Я должен сообщить об этом обстоятельстве великим герцогам. У посыльного всегда куча работы. Ну ладно. Давайте посмотрим. А вот и те самые ребята. Мы просто с ними уже общались, я знаю. Мы сейчас их возьмем, но, скорее всего, со временем избавимся, потому что у одного из них, насколько я помню, мировоззрение как раз хаотичное, хаотично злое. Вот. Ну, посмотрим сейчас. С ним поговорим. Montaron, you are so aggravating. 'Tis disturbing to my demeanor. Погоди, Монтарон, это юное создание в беде. Кто напал на тебя, незнакомец, и тебе едва удалось унести ноги? Да, Кзар, выглядит очень потрепанно. В самом деле, я могу предложить тебе исцеляющее зелье, если желаешь, знак добрых намерений. Я с благодарностью приму любую помощь. Не надо бояться этих простых зелий, я даже не буду считать, что ты у меня в долгу, хотя твоя совесть может осудить по-другому. Как и у всех хороших персонажей. В качестве оплаты ты сможешь пойти с нами в Нашкель. Это неспокойный регион, и мы собираемся расследовать некоторые тревожные слухи, касающиеся местных шахт. Кое-кто из моих знакомых очень обеспокоен нехваткой железа.
в особенности тем, кого следует винить в этом вопросе. Твоя помощь была бы нам бы пригодилась, хотя я и не буду тебя к этому принуждать. Полагаю, мы должны встретиться с мэром города, мужчиной по имени Берон Гасткилл. Монтарон. Пусть совесть руководит тобой. Я присоединюсь к вам, но сначала мне нужно кое с кем встретиться. Может быть, вы пойдете со мной? У нас очень мало времени, но путешествовать в компании всегда лучше. Да, мы пойдем, то есть с тобой. Но с тебя причитается за наше время. Получено золото 7, получено золото 3. Да. Вот смотрите, они у нас, один из них... нейтрально злой, а вот хаотично злой. То есть Кзар хаотично злой, а Монтарон просто нейтрально злой. И вот, ребятки, как бы проблема. Вот, это вор, это некромант. Вот. Мы от них откажемся, но попозже, когда мы найдем еще путников. Ну, я думаю, что эта серия у нас подошла к концу, поэтому мы сейчас с вами сохранимся. Сохранение мы назовем встреча. Вот таким вот образом. Вот. И на сегодня мы закончим. В принципе, мы сегодня неплохо продвинулись, как бы вышли с Кэндлкипа. Вот, и продолжили наше как бы путешествие. Дальше будет интереснее. Ну, а на сегодня это все. Спасибо за просмотр. С вами был Реторн. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.